Военный поступил в больницу с абсурдно огромным животом, и когда врач делает УЗИ, он обнаруживает, что вопреки всем законам науки тот беременный, причем двойней. Но как только дети рождаются, врач тут же падает в обморок. В тот день в госпиталь, расположенный высоко в Карпатских горах, прибыл военный автомобиль. 2 солдата выскочили наружу. Один поддерживал другого. Молодого мужчину с перекошенным от боли лицом и абсурдно огромным животом. «Помогите!» — закричал тот, кто поддерживал товарища. «Он не может стоять! Ему очень плохо!» Доктор Марко, только начавший утреннюю смену, сразу бросился на крик. Его ботинки громко стучали по мраморному полу коридора. Подойдя к приемному отделению, он замер, увидев странную картину. Мужчина лет 25 в полной военной форме, с животом, напоминающим беременность на последних сроках. «Боже мой!» — прошептал доктор, отшатнувшись на шаг. Его взгляд метался между лицом солдата и его животом. «Это невозможно. Но если бы я не видел это своими глазами, я бы никогда не поверил», — пробормотал врач. Солдата немедленно положили на носилки и повезли в диагностическое отделение. По дороге он стонал, держась за живот. Его товарищ Лиам объяснил. Его зовут Алекс. Месяцев 8 назад у него начал расти живот. Мы думали, это что-то с желудком, но теперь там что-то двигается. Он говорит, что чувствует внутри толчки. Доктор Марко наклонился к животу Алекса, приложил руку и вздрогнул. Внутри действительно ощущалось движение. Толчки, как у плода. Он не мог поверить своим ощущениям, но профессиональный опыт не оставлял сомнений. «Сделаем УЗИ! Срочно!» — прокричал доктор. Через 10 минут они были в процедурной. Гель, датчик, монитор. Сначала пятна и шумы, потом формы. Сначала одна, потом вторая. «Это как?» Голос доктора стал хриплым. «Это близнецы». Лиам отошел на шаг и сжал рот рукой. «Но он же мужчина». Алекс стонал. Пот стекал по его лбу. Вдруг всплеск жидкости. Амниотическая жидкость. Воды отошли. «Нам нужно в родильное отделение. Немедленно». Доктор знал. Роды неизбежны. Уже в родильной палате Алекс прошептал: «Я не хочу кесарева. Я смогу родить сам». И тогда, между схватками, он стянул армейскую форму. Перед врачами предстала истина, способная свести с ума. Алекс был женщиной, и ее звали Алиса. Алиса — близнец того самого Алекса, который считался пропавшим. Прошло несколько месяцев с тех пор, как на одной из тренировок в горах Алекс обнаружил подозрительные документы о хищениях. Он не успел рассказать никому. Его выследили и попытались убить. Он выжил чудом, скрывался раненый в домике сестры. Узнав правду, Алиса, служившая в другом батальоне, решилась на отчаянный шаг. Она заняла место брата, чтобы изнутри добыть доказательства и передать их прессе и военной прокуратуре. Она притворялась им, скрывала беременность, подстраивала голос, жесты, повадки, но живот рос. И теперь правда вышла наружу. В течение всех этих месяцев Алиса страдала от симптомов, которые невозможно было скрывать вечно. Утренние приступы тошноты, головокружение, растущий живот — все это усложняло ее миссию. Особенно тяжело было скрывать правду от Лиама, лучшего друга Алекса. Он был слишком внимателен. Пытался говорить, предлагал помощь. Он замечал, что друг забыл важные моменты из их прошлого, вел себя иначе, избегал раздевалок, тренировок. «Ты стал другим, брат», — однажды сказал он. «Я тебя знаю с академии, и сейчас передо мной кто-то чужой.
Я не знаю, что с тобой случилось, но это не просто болезнь». Алиса смотрела на него молча, сдерживая слезы. Она не могла открыть правду. Пока не могла. Когда начались сильные схватки, стало ясно — времени больше нет. В этот же день капитан Гордон и сержант Миллер, подозревавшие, что Алекс их раскусил, направились в госпиталь, чтобы устранить угрозу. Они уже пытались убить Алекса, однажды сбросив его в реку под предлогом несчастного случая, но он выжил. И теперь собирался вернуться. После родов Алиса передала доктору флешку с копиями документов. Пока Гордон и Миллер врывались в палату, у дверей их уже ждали военные следователи. А за ними — Алекс. Настоящий, изможденный, с тростью, но живой. «Все кончено, Гордон», — сказал он, глядя офицеру в глаза. Алиса сидела в кресле, держала двух новорожденных на руках. Ее лицо было уставшим, но спокойным. Она знала, правда победила. Но за этой победой стояла цена — месяцы страха, боли и одиночества. Она посмотрела на мальчиков и слабо улыбнулась, будто, наконец, позволив себе быть матерью, а не солдатом. Лиам вошел в палату последним. Он не мог поверить своим глазам. Его лицо выражало одновременно потрясение, облегчение и растерянность. Он сделал шаг вперед, не сводя глаз с Алисы, и прошептал: «Это все ты? Все это время? Ты не Алекс?» — прошептал он. «Нет», — сказала она, не отводя взгляда. «Я Алиса, его сестра. И все это время я боролась не только за него, но и за правду, за тех, кто не мог говорить, за каждого солдата, которому угрожали, за честь нашей семьи и за право просто быть собой, даже под чужим именем. Я сделала все, что могла, и я бы сделала это снова». Так закончилась история загадочной беременности на горной базе. История лжи, предательства, силы и семейной любви. История, где мужчина оказался женщиной. И где правда, несмотря ни на что, вышла наружу. Позже, на церемонии награждения, генерал армии вручил Алексу и Алисе ордена за мужество. Их история облетела все новостные каналы, стала символом силы духа, братской и сестринской любви и напоминанием о том, что даже в самых мрачных обстоятельствах правда всегда находит путь наружу. А новорожденные два мальчика получили имена — Лев и Артур. Один был спокойным и молчаливым, другой — с крепким голосом и зоркими глазами, будто с самого рождения наблюдающим за миром. Они родились в мире, где их мать однажды надела чужую форму, отказалась от своей идентичности и шаг за шагом прошла через страх, боль и одиночество, чтобы защитить свою семью. Она не просто выжила, она одержала победу. Эти дети были не только ее продолжением, но и символом ее подвига. Каждый их день начинался с ее взгляда, в котором было все — любовь, тревога и надежда на то, что они вырастут в мире, где никому не придется носить чужое имя ради правды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.